Здравствуйте, друзья! Сегодня в эфире программа «Политэкономика для всех». Сегодня мы говорим об экономике и ее взаимосвязи с политикой. Эти два понятия неразрывно связаны, поэтому их нельзя рассматривать отдельности. Сегодня в студии у нас, как и обычно, Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук, профессор МГИМО. Валентин Юрьевич, у меня первый вопрос, который, наверное, беспокоит не только меня, но и очень многих зрителей. Что случилось с рублем? Вот сегодня он уже так подешевел, что доллар стоит 38,70 за 1 доллар. Евро стоит уже 50 рублей. То есть вот такое достаточно большое падение. Оно чем обусловлено? Оно обусловлено какими-то экономическими условиями, оно обусловлено какими-то спекулятивными или чем-то еще? Основная причина изменений в нашей экономике в последние недели и даже в последние месяцы – это изменения, связанные с экономическими санкциями. В частности, в течение последних недель были введены запреты на предоставление российским банкам и компаниям длинных и средних денег. Остались только короткие, совсем короткие деньги. Надо сказать, что приток валюты в российскую экономику осуществляется по двум основным каналам. Это экспортные доходы от нефти и природного газа в основном, и это инвестиции. Инвестиции в самых разных формах, прямые, портфельные и в виде займов и кредитов. Так вот, собственно, вся экономика российская, она строилась на рефинансировании с использованием иностранных кредитов, номинированных в долларах, и в меньшей степени в евро. Сегодня этот приток, этот канал перестает работать, и естественно, что возникают проблемы у наших предприятий, у наших банков. Соответственно, начинает расти спрос на валюту, потому что наши ведь банки и наши компании, они постоянно брали кредиты, и естественно, что надо обслуживать эти кредиты. Необходимо погашать периодически основную часть долга. И, соответственно, нарушается это равновесие, хрупкое равновесие между спросом и предложением. Хотя я говорил, что рано или поздно это равновесие обязательно будет нарушено. Причем оно будет нарушено какими-то факторами внешнего порядка. Либо это экономические санкции, либо это какие-то хозяева денег, которые захотят обвалить российскую экономику для того, чтобы в очередной раз помародерничать. Вот мы, собственно, это и видим. И тут, я думаю, в ближайшее время мы можем наблюдать дальнейшее падение рубля, потому что не вижу я пока никаких кардинальных эффективных решений со стороны нашей власти в плане того, чтобы выйти из этой сложной ситуации. Тут ведь во всякой ситуации такой, она дуальная, есть вторая сторона. В данном случае рассматривается конфликт России, Запада и Украины. Значит, что на Украине? Ведь там агентство Fitch понизило их индекс до C, это практически дефолт, неизбежен. А если мы воспользуемся документами Международного валютного фонда, который в случае дефолта определяет курс валюты как отношение золотовалютных резервов к денежной массе, то в Украине получается 35 гривен за 1 доллар соотношение на сегодняшний день. То есть это если сегодня произойдет. А если он произойдет позже, то будет еще больше. Скорее всего, так оно и будет, потому что Национальный банк Украины сказал, что он отпускает свободное плавание гривну. И мы сейчас будем наблюдать, как будет падать курс. Это гиперинфляция, то, что мы проходили в начале 90-х годов, когда ценники менялись 2 раза в день. Да, я согласен. Согласен, но это, будем так говорить, инфляционный рост цен, но при этом денежной массы будет катастрофически не хватать. То есть цены растут, а денежная масса отстает от этих цен. То есть у Украины природа этого падения, она иная, отличная от той, которая в России. Если в России это внешние санкции, то в чем причина украинской проблемы экономики? Украинской экономики как таковой уже нету. Есть просто некий бюджет, есть некоторые предприятия. Безусловно, что это предприятия в значительной степени они не рентабельные, поэтому
ну, трудно назвать экономику экономикой, если она работает в минус. Там, собственно, тенденции все понижательные, поэтому дефолт он неизбежен. Вот вы сказали о том, что рейтинг агентства Fitch такой, что это фактически уже дефолт. Ну, парадоксально. Следующая ступенька дефолт. Да, следующая ступенька. Но за неделю до этого Международный валютный фонд принял решение о выдаче очередного транса. Как вам нравится этот сумасшедший дом? Но мне я помню эту историю, мне в этой истории больше всего понравилось следующее. А перед этим Украина вернула 1,97 миллиарда долларов в погашение предыдущего, а МВФ выделил транш 1,98. То есть, условно говоря, 10 миллионов долларов дал. Если те деньги, которые Украина вернула... Замещение, обычное замещение да. произошло. То есть, в данном случае говорить о том, что он дал транш, наверное, неправильно, но... Вы знаете, в мире финансов есть такие правила, шулерские такие правила, что если ты уже сидишь за столом переговоров с Международным валютным фондом, то уже твой рейтинг выше плинтуса. Понимаете, тут вот Международный валютный фонд оказывает выше такую... или ниже? Выше. Оказывает бесплатную услугу. Но даже вот эта бесплатная услуга, она не помогла. И Fitch дает такой низкий рейтинг. То есть, несмотря на все старые правила, они уже в отношении Украины не работают. Не работает. Ну, вообще, все, что можно было нарушить, на Украине нарушили. Ну, я уже, по-моему, даже говорил, что не мог Международный валютный фонд выдавать кредит Украине, потому что на Украине де-факто идет гражданская война. По правилам международных финансовых организаций всякие операции в этой стране прекращаются. Они что, не видят, что идет гражданская война? Ну, судя по всему, не видят, если они собираются выборы собираются проводить. Не хотят видеть. Да. Тут, наверное, так надо смотреть. Тут такая политическая. Ну, я думаю, что вообще-то я не завидую вот мадам, которая сейчас возглавляет Международный валютный фонд, Кристина Лагард, потому что задним числом ей все это припомнят. Ей уже сейчас начали припоминать по другим направлениям, но, в общем, сейчас должность исполнительного директора Международного валютного фонда – это расстрельная должность. Ну, это все мы говорили о внешних проявлениях, которые чувствует каждый. Но вот в ходе этих санкций были перечислены и другие санкции, и вот одна из них прозвучала из Великобритании о том, что Россию надо отключить от системы SWIFT. Вот что это такое? Зачем это нужно? Нас уже отключали от кредитных карточек на целый день, и нам стращали, что надо свою систему создавать карточную. А что это за система SWIFT? Зачем она нужна вообще? Ну, вообще система SWIFT это намного серьезнее, чем карточки MasterCard и Visa. С этими карточками, в конце концов, можно быстро решить все проблемы, даже просто придя в банк и получив налом через окошечко. А вот со SWIFT сложнее ситуация. Со SWIFT сложнее ситуация, потому что это телекоммуникационная система, которая обеспечивает посылку сигналов, платежных поручений банков, которые участвуют в этой самой информационной системе. То есть это некая защита информации, связанная с платежами и подтверждением платежей. Это важный элемент мировой платежной системы. Если там карточками пользуются в основном физические лица, то здесь юридические лица, причем юридические лица очень крупного калибра. Очень крупного калибра. И, конечно, здесь много странного. Я до сих пор не могу на некоторые вопросы получить сам ответа. Например, почему это заявление сделал премьер-министр Великобритании? Ну и второй вопрос, собственно, а кто там продумывал подобного рода заявления? Или это пошли экспромты, нескоординированные экспромты? А какие вообще последствия от этого могут быть для нас и для остального мира? Ну, вы знаете, для нас, конечно, могли бы быть серьезные последствия, более-менее просчитываемые. А вот последствия для Запада, они тоже были бы серьезные, но тут я бы не взялся за просчет этих последствий. Потому что на самом-то деле уже был один случай отключения одной страны от системы SWIFT. Иран. Ирана, да. Ирана в 2012 году.
Надо сказать, что это дело не афишировалось, хотя, конечно, это вызвало определенный шок среди, прежде всего, банковского сообщества, потому что система SWIFT – это некий международный кооператив, в котором участвуют банки разных стран. Вот, безусловно, что уже как-то немножко стали задумываться о том, что надо бы делать какие-то параллельные альтернативные системы. А вдруг следующим окажусь я, понимаете? А если исключают из SWIFT Россию, это, вы знаете, это крах системы SWIFT. Конечно, может быть, в каком-то виде она осталась бы, но я думаю, что многие страны бы формально даже бы оставались. Вернее, не страны, а банки. Но они бы начали бы активно выстраивать параллельные вещи. Зачем играть с огнем? А это, вы сами понимаете, Западу не нужно. Формально это частная организация. Возникает вопрос, на каком основании частная организация прогнулась, исключив, скажем, Иран из SWIFT. Потому что она даже зарегистрирована не в Соединенных Штатах, она зарегистрирована в Бельгии. То есть здесь много неясного. Фактически, будем так говорить, на эту организацию под названием SWIFT оказали сильное политическое давление. Подробности этого давления мы не знаем. Вот. Короче говоря, рейтинг, репутация SWIFT была подмочена. А если Россию исключить из SWIFT, это уже катастрофа для SWIFT. Тем более, что по объему транзакций Россия находится на втором месте в системе SWIFT. Другое дело, что по стоимостным объемам она, может быть, занимает более скромные места, но по количеству транзакций она на втором месте. Ну вот сразу же, когда прозвучало это заявление, сразу же прозвучало и встречное, и прозвучало оно из Москвы, что Россия будет совместно с Китаем создавать альтернативную SWIFT-систему для стран Юго-Восточной Азии и БРИК более широко. То есть, как бы выстраивать параллельный SWIFT, то есть параллельную систему. И в том числе об этом шли переговоры и в Китае. Вот если возникнет вторая система межбанковских расчетов, это как-то отразится на мировой валюте долларе прежде всего и вообще на как-то банковской самой системе? Формально, конечно, SWIFT – это телекоммуникационная система, это не элемент банковской системы, но это элемент, который обслуживает банковскую систему. И без SWIFT вот вся эта система корреспондентских счетов, открытых в американской банковской системе иностранными банками, она теряет всякий смысл. А как вы будете пользоваться корсчетами, если у вас нету свифта? Вы голубями будете пользоваться? Или значит, вы будете почтой пользоваться? Надо держать деньги именно в американском банке. Тут получается, что фактически это связано именно с монополией Соединенных Штатов на долларовые транзакции. То есть все долларовые транзакции проходят через американскую банковскую систему, систему корсчетов. То есть тут как бы есть техническая сторона вопроса, надо создавать альтернативную коммуникационную систему, и политико-экономическая проблема, надо отвязываться от американского доллара. Поэтому, если мы говорим, что, скажем, Россия с Китаем создают какую-то альтернативную систему, ну, наверное, эта система будет завязана на какие-то другие валюты. Она не может быть завязана на американский доллар. Понятно, что там может быть многоступенчатая система связки, но лучше, чтобы вот эта российская украинская система, она вообще бы... Почему российско-украинская? Ой, я сказал украинская, извините, российско-китайская, да, российско-китайская оговорился, чтобы она вообще не обслуживала бы расчеты в долларах. Но в этом случае возникнет ведь ситуация, когда мировая потребность в долларах сократится. Ведь конечно. А об этом и речь, что это на самом деле могло бы ударить прежде всего по банковской системе Соединенных Штатов. То есть это наша ответная санкция. Да, ну на самом-то деле они бы сами себя наказали, но почему-то, значит, заявление сделал премьер-министр Великобритании. А естественно, что в Америке многие напряглись, потому что удар-то пришелся бы прежде всего по американской банковской системе, по американскому доллару, а не по британскому фунту, понимаете? Некоторые говорят, что сглупил, а некоторые говорят, нет, это тонкая игра. То есть премьер-министр Великобритании подставил подножку своему ближайшему союзнику. Ну вот буквально на днях Папа Римский сказал, что Третья мировая война началась, можно сказать, выступил таким
рупором объявил начало Третьей мировой войны. Возможно, она пока идет другими средствами, хотя этого нельзя сказать про юго-восток Украины, там он идет вполне Да. традиционными, Мгм. но на мировой политической арене развернулась сейчас уже информационная и уже экономическая война. То есть до горячей фазы, получается, не так уж и далеко. Да трудно сказать, что на Ближнем и Среднем Востоке происходит. Это тоже же очень горячо, да? Ну, Что это кстати, такое? вот вы сказали Ближний и Средний Восток, SWIFT, и у меня сразу другая ассоциация выскочила. Хавалла. Это хорошо известная древняя система передачи денег Без использования свифтов, без да, использования... да. И которая существует, пожалуй, Да, да. SWIFT это дальний потомок именно Хаваллы. То есть, в принципе, отключение России от SWIFT говорит, что мы можем и к Хавале подключиться, только я думаю, что США от этого станет еще обиднее. Ну да, конечно. В принципе, я думаю, что вот на базе наших связей с Китаем мы могли бы что-то выстроить типа Хавалы. Тем более, что ведь сейчас сделали заявление представители нашего правительства о том, что мы будем вытеснять доллар из российско-китайской торговли. Мы сейчас в ближайшее время должны подписать соглашение Центральный банк Российской Федерации и Народный банк Китая, соглашение о валютном свопе. А своп – это обмен национальных денежных единиц. Но тут тоже не все так просто. Не все так просто, понимаете? Потому что ведь вот та же самая сделка на 30 лет о поставке природного газа в Китай, сумма 400 миллиардов, изначально предполагалось, что поставки будут идти за доллары. Потом в наших средствах массовой информации сказали, что с учетом нынешней ситуации стороны договорились о юанях. Но, понимаете, все-таки тут есть определенная симметрия. Может быть, конечно, и не стоило бы об этом говорить, но я говорю это скорее для специалистов. Ведь все-таки, будем так говорить, Россия будет получать юани, а эта валюта не вполне конвертируемая. А рубли все-таки середины прошлого десятилетия, они уже конвертируемы. Всякие ограничения на операции с рублями у нас отменены. Поэтому либо мы должны тогда с китайцами договариваться о том, что для нас, как держателей вот этих российских юаней, не будет никаких ограничений. То есть мы можем и то купить, и так-то их использовать, и даже конвертировать в доллары. Кстати говоря, проблема конвертации юаня в доллар – это очень интересная проблема. И она может быть не академической, а очень практической. Потому что ведь сейчас вы упомянули про падение курса, да? Да, но револьвация юаня – это то, к чему американцы постоянно побуждают финансовые власти Китая. Тут, да, очень запутанная задачка. С одной стороны, конечно, нам бы хотелось бы, чтобы юань был конвертируемым. Тогда нам легче с этими юанями управляться, да? А с другой стороны, конечно, если юань будет конвертируемый, то боюсь, что мы потеряем торгового партнера, потому что Китай быстро схлопнется. Поэтому тут вот приходится все время между Сциллой и Харибдой. Но Китай фактически сейчас имеет систему двойных денег. Вот то, о чем мы с вами говорили, то есть юань за счет того, что нет его прямой конвертации, он замкнут внутри Китая. И есть внешние оборотные разные суррогаты, в том числе и доллары, которые осуществляют. То есть Китай вот здесь в данном случае двухконтурную систему реализовал. Вот, мы говорили, что трехконтурная вообще хорошо. Небольшие дозы юаня уже обращаются на лондонском рынке. Вы знаете, юань уже обращается в Сибири. Как в начале 90-х обращались доллары, сейчас там так обращаются юани. Ну, это про наличные вы говорите юани. Я говорю про безналичные юани. Я до конца еще не могу осмыслить это, но, собственно, Лондон подписал соглашение с Пекином относительно того, что юани будут обращаться на валютном рынке Лондона. Но ведь это же может привести к револьвации юаня, если он станет резервной валютой, одной из резервных валют. А револьвация юаня приведет к тому, что продажи товаров китайских это понятно, да. остановятся, и если они у промышленности будет проблемы. Да, если они отпустят юань, то, конечно, Китай просто схлопнется. Они не имеют альтернативы. Поэтому сейчас Китай в каком-то очень странном состоянии, и я им не завидую.
потому что они не знают, а как дальше-то жить-то. Потому что торговая экспансия закончилась, Ну а глобализация... что, у Америки все хорошо? Нет, просто... Вот мы сегодня у нас такой обзорный, Мгм. мы про дефолт начали, значит, и вот как не посмотрим на страну, у всех проблемы. То есть вот этот вот экономическая война, она фактически уже стала преддверием мирового экономического кризиса, о котором так долго многие говорили. Экономическая война, она просто высветила все дефекты этой экономической модели под названием капитализм. Капитализм – это несбалансированная экономика, так выражаясь академическим языком. И тут любые какие-то политические и военные события, они просто ускорят, будем так говорить, коллапс этой системы. И глобализация ускорила этот процесс только. А глобализация, понимаете, глобализация, она продолжалась очень недолго. Наша планета очень ограничена. И, конечно, будем так говорить, плодами глобализации пользовались китайцы. Не американцы. Нет, они тоже по-своему пользовались. Американцы пользовались плодами финансовой глобализации, а китайцы пользовались плодами торговой глобализации. Но и та, и другая А глобализация... чем же пользовались мы? А мы ничем, мы в основном только... Или нами пользовались? Нами пользовались, совершенно верно, нами пользовались. Вот, поэтому у Китая сейчас ситуация крайне сложная. С одной стороны, да, вроде бы надо создавать свою суверенную экономику, но у них же экспортная экономика. И они практически не самодостаточны. Если остановится дальнейший экспорт, дальнейший рост валового внутреннего продукта, то Китай перестанет существовать как великая держава. Потому что любая экономика, действующая по модели капитализма, это экономика велосипеда. Она должна двигаться, она не может останавливаться. Ведь одно из ключевых слов, одно из магических слов – это экономический рост. А экономический рост является производным от ростовщичества. Не будет ростовщичества, не будет экономического роста, а будет благосостояние. А понимаете, никого не интересует благосостояние. Всех интересует только экономический рост. А экономический рост – это способ, грубо говоря, обогнать свою тень. То есть выровнять этот невыравниваемый дисбаланс между денежной массой и денежными обязательствами. Любая попытка остановиться ведет к падению. Конечно, любая остановка тут же ведет к коллапсу. Отсюда и вот этот экономический рост. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что это терминология Вашингтонского обкома партии. Это терминология хозяев денег, экономический рост. А у нас, к сожалению, даже наше правительство часто любит щегольнуть этим словосочетанием «экономический рост». Это не наше слово. Хорошо. Но я знаю, что вы подготовили некий документ, который достаточно, в чем-то сенсационен. И готовы ли вы рассказать нашим зрителям о том, что же профессор Катасонов такое узнал? На самом деле, никакого документа еще нет, есть идея документа, просто я озвучил эту идею, и неожиданно сказали, что этот документ должен действительно стать достоянием первых лиц нашего государства. Мне казалось, что это настолько очевидная вещь, но мне мои коллеги говорят, да нет, первым лицам это не очевидно. А речь идет о очень простых вещах. Речь идет о том, что на протяжении многих лет я наблюдал динамику двух показателей. Динамика валютных резервов Российской Федерации и динамика внешнего долга. Эти две кривые, они почти слипались. И не надо думать, что это наши такие мудрые руководители обеспечивали такую синхронизацию и такую параллель. А что это значит? А это означает очень просто, что нам давали кредитов ровно настолько, чтобы мы могли возвратить были эти кредиты за счет валютных резервов. То есть это планирование не наше, а это планирование их. И на сегодняшний день возникло определенное расхождение этих двух кривых. То есть у нас пользу? Валюты меньше, чем наших обязательств. Вы понимаете, сейчас говорят о том, что надо там распечатать наши суверенные фонды, там надо то-то делать, трубы тянуть, там дороги строить, Крым осваивать. И все время смотрят в сторону резервного фонда, фонда национального благосостояния. Но ведь есть и другие разговоры, есть и другие соображения на этот счет.
Сейчас, значит, у нас приток валюты закончился, поэтому все смотрят с надеждой на наши вот эти самые валютные фонды. Дайте, пожалуйста, нам валюту, для того, чтобы мы могли погасить свои обязательства перед нерезидентами. А Америка отдаст деньги, которые она держит у себя? Это очень большой вопрос, да. Это уже следующий этап экономических санкций. Я как-то в одной из статей писал, значит, последовательность этих санкций по нарастающей. Значит, SWIFT это, конечно, круто, но еще круче это замораживание наших валютных резервов. Поэтому я еще год назад уже начал писать и говорить о том, что нам надо сейчас выводить из-под удара наши валютные резервы. Это большая тема. Выводить, скажем, в плане диверсификации валютной структуры резервов. Выводить с точки зрения, значит, перемещения в другие бумаги, другие банки. Или просто даже расходовать на какие-то неотложные нужды. Но этого ничего не было. Столько крамолы говорите. Вот лучший министр финансов Кудрин, вот послушал бы вас, сказал, что вы ничего не понимаете в экономике. Ведь он же выводил как раз деньги из России и говорил, что деньги надо складывать в Америке. Американцы сказали, что он лучший премьер-министр. А вот он бы вас не поддержал. И вообще понятно. Либералы бы сказали, что вы неправильный экономист. Титул лучшего финансиста надо было дать Буратино. Помните сказку, да? Да. Буратино закапывал золотые в стране дураков. Алиса с котом Боризелью. Это лондонский Сити и нью-йоркский Уолл-стрит. Они стоят рядом и ждут, когда же этот самый Буратино закопает золотые. Вот так вот. Это вот из этого же самого разряда. Так что тогда получается, деньги из резервных фондов не дают не потому, что там какие-то санкции, а потому что золотой-то уже выкопали. Ну, вы знаете... Их просто нет. Вы знаете... Золотые это, конечно, уже не те золотые, которые были в сказке Алексея Толстого, а это некие виртуальности, это некие требования. Понятно, что Соединенные Штаты уже на протяжении многих десятков лет имитируют доллары, которые ничем не обеспечены. Если там посмотреть, скажем, степень покрытия доллара золотыми запасами, там будет, наверное, 1%. Если взять, скажем, все активы, которые принадлежат государству, Соединенных Штатов, земля, там, военно-промышленный комплекс. Я не буду сейчас инвентаризацию проводить. Кто-то считал. 10%. 10%. Ну, это не обеспеченная бумажка. Это даже было в моей лекции, что общий объем финансовых средств 980 триллионов долларов, а реально имущество всего на 68. Вот, да. Там можно по-разному считать имущество, по-разному можно считать долларовую массу. Но соотношение примерно такое, где-то 1 к 10. Да. Это в лучшем случае, да. Потому что если еще посчитать там какие-нибудь долларовые производные, потому что там есть деньги с разными... Деривативы имеете. Да, ну я имею в виду разные денежные агрегаты. Это у яйцеголовок называется там М0, М1 и так далее. М3. Да, если там все посчитать, то там разрыв будет на 2 порядка. Вот, так что это интересная очень история. Но это мы коснулись экономики, но ведь этот вопрос, он напрямую связан и с политикой, и в том числе с военной политикой. Ведь американские финансисты и американский истеблишмент отлично понимают, что отдать деньги он не может. Значит, если должник не может отдать деньги, то мы вспоминаем наших классиков, когда Раскольников пришел отдавать долг. Чем он его отдавал? То есть русские классики знали все. Вот в данном случае развязывание войны против России Соединенными Штатами — это что, попытка не отдать долг? Ну, будем так, эксперты, финансовые эксперты деликатно выражаются, это попытка обнулить все долговые обязательства, обнулить, безусловно, да. Там может быть по-разному, это, скажем, они могут организовать инфляцию, обесценение доллара, они могут при этом, значит, провести какую-то глобальную денежную реформу. Стоп, обесценение доллара, но доллар-то по отношению к рублю дорожает? Это понятно, на данном отрезке истории это так, да. А можно сделать так, что все их обязательства долларовые, они превратятся в ничто. Это несложно сделать, кстати.
Вот я задаю простой вопрос вам. А за что они тогда будут покупать нефть там и все остальное? За новые доллары. А может быть, это даже не доллары будут, а почему нера их какой-то. будут брать их? Да вы поймите, что по определению для дяди Сэма весь остальной мир преступный. И поэтому преступный мир держит грязные доллары. Поэтому, если будет проходить реформа, скажем, создадут новую денежную единицу Амера. Они будут эту реформу проводить с учетом того, значит, деньги какие, чистые или грязные? Ну, все деньги в России, они грязные, вся валюта грязная. Ее просто обнулят. Там деньги там у Китая обнулят. Нехорошие люди, понимаете? Ну, вот такой сценарий. Да Вариантов уж. обнуления очень много. Я не буду сейчас... Пусть люди, которые пишут разные триллеры, вот они могут сочинять эти варианты. Это уже не так важно. Главное, Я вот выражаюсь просто, буквально вот последние недели новости стали носить какой-то катастрофический, я бы сказал, апокалиптический характер. Потому что и война, и экономический кризис, и Эбола, и все авиационные катастрофы, природные катастрофы. То есть такое впечатление, что мы вошли в какой-то совершенно непонятный отрезок истории. Ну, почему непонятный? Ну, вы не любите, когда я вспоминаю Священное Писание. Не люблю. Но в Апокалипсисе все прописано. Все абсолютно, настолько все удивительно, что очень рекомендую вам. Я другое дело, что, конечно, ее не просто понимать, эту книгу, но с толкованиями можно читать. Но я не договорил, извините, насчет той бумаги, о которой вы заикнулись. Да. Значит, речь-то идет о том, что, извините, экономические санкции Запада в отношении России, которые лишили нас притока валюты для рефинансирования нашего долга, они нелегитимны. Они нелегитимны. Я думаю, это не надо аудитории объяснять, да? Потому что они не одобрены Советом Безопасности ООН. Поэтому мы... А почему мы должны быть святее Папы Римского? Почему мы должны выполнять свои кредитные обязательства? Мы объявляем дефолт по нашим внешним обязательствам. Вот как интересно, что опять дефолт? Ну, извините, это уже не тот дефолт. В чем разница вот этого нового дефолта и дефолта 98-го года? Дело в том, что бенефициарами того дефолта были жулики. Жулики российские, жулики западные. А в этом случае бенефициаром не на 100%, но есть шанс, что бенефициаром этого дефолта будет все-таки наш народ. Если опять-таки после этого дефолта начать проводить правильную, грамотную политику, национально ориентированную. Экономическую, промышленную, научную, образовательную. Без этого дефолта, я боюсь, мы не обойдемся. Потому что у нас валюты недостаточно. То есть отказаться от своих погашения внешних обязательств. Да. Признав нелегитимными или заявив о нелегитимности экономических санкций. Это чисто в правовой плоскости. Дефолт в правовой плоскости. Это не технический какой-то дефолт. Потом мы можем сесть за стол переговоров и за столом переговоров сказать: а. Отмените экономические санкции. Б. Проведите реструктуризацию нашего внешнего долга, поскольку мы за несколько месяцев потерпели серьезные ущербы. И уже условия выполнения этих кредитных соглашений иные. Разве я не прав? То есть Россия добровольно объявит дефолт? Конечно. А почему бы нет? А почему мы должны бояться слова дефолт? Вот большевики в 17 году тоже объявили дефолт. Там был другой дефолт. Каждый дефолт, он по-своему уникален. У Греции тоже они находились на грани дефолта. И некоторые говорят, что там был технический дефолт. Ну, это уже для профессионалов. Главное, что нам сейчас необходимо... Но что в условиях этого дефолта произойдет вот для простых людей с курсом рубля и курсом доллара и евро? Простые люди должны забыть про валюту как страшный кошмар. Пусть они пользуются рублем. Безусловно, что в условиях этого дефолта или сразу же по горячим следам этого дефолта нам надо вводить государственную монополию внешней торговли и государственную валютную монополию. Я почти на каждой нашей встрече повторяю эти магические слова. Итак, уважаемые зрители, вы сегодня все это видели сами. Вы сами слышали это магическое слово «дефолт». Дефолт, когда мы можем его объявить сами. И вы все слышали это из первых рук. Когда он произойдет, неизвестно.
Будет ли он? Это зависит от первых лиц государства. Но, по крайней мере, вы осведомлены о такой возможности. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч!